Приветствую зрителей моего канала, меня зовут Александр, и сегодня я получил вот такой пакетик новый из Китая. В начале моего сотрудничества с площадкой eBay в 2012 году одной из первых моих покупок стал вот такой бумажник, изготовленный из кожзама, или там ПУ кожи, как их называют, под брендом Фиордани. 5 лет этот бумажник служил мне ежедневно, и это при том, что он изготовлен из каких-то синтетических материалов. Края вот здесь так вот оплавлены, заглажены. И вот на 6-м году начал потихоньку разваливаться. Стенки кошелька склеены из слоев. Если вам будет видно, в какой-то момент они стали рассыхаться. И поскольку сам кошелек не прошит насквозь нитью по всему периметру, образуются вот такие дополнительные полости. Здесь имеется одно отделение, где я храню монеты на пластиковой молнии с металлическим бегунком. Замок надежный, не сломался, то есть бренд качественный, хоть и делает свою продукцию, как и все китайское, не из натуральных материалов, а из переработанного мусора. Само отделение выполнено из нейлона. А главная их беда именно в том, что со временем, как и у меня, после 5 лет ежедневной носки и пользования, внешняя поверхность бумажника, ну вот так вот получается, расслаивается. Именно в местах сгиба. Отмечу также и то, что до него я пользовался кожаным бумажником под брендом Pitec. Это очень известный бренд. Он был выполнен из натуральной кожи. В нем только некоторые внутренние перегородки отделения были из нейлона, ну как вот здесь вот такой вариант. Это очень был громоздкий кошелек, он толстый, даже будучи не заполненным. Купюры в нем складывались пополам, что придает еще больший объем, и кроме того в нем полно скрытых отделений, перегородок, карманов. Его невозможно было носить в карманах джинсов, а если вложить во внутренний карман куртки, то у вас появляется одна хорошая грудь на второй размерчик. Короче, это кошелек для ношения только в сумке. И года через 4 в местах потертости и изломов, в этих местах, начала рваться именно кожа с внешней стороны бумажника. То есть неважно, кожа это или искусственный материал, хотя, как видите, искусственный материал, он даже превосходит по прочности натуральную кожу. Ну а в среднем мужской кошелек живет 4-5 лет. Ну а здесь мой новый кошелек, который прибыл в пакете из Китая в Беларусь за 3 недели. Трек номер отслеживался. Как видите, китаец не заморачивался с упаковкой. Оценили пакет в $3, а приобрел я его на eBay за $15. Сэкономил 13 центов с помощью кэшбэк-сервиса Letyshops. Ссылка на кошелек и кэшбэк-сервис в описании к видеоролику. Вес пакета 103 грамма. Магазин предлагает только один цвет этого кошелька, который называется «Шоколад». Да, он именно так, как на иллюстрации. Один в один. Это кошелек для ношения в нагрудном кармане. Он плоский и легко скрывается во внутреннем кармане верхней одежды, будь то куртка или пиджак. 5 лет назад я выбрал удобным для себя именно этот формат для большинства сезонов года, потому что в Беларуси лето короткое, чаще приходится носить куртки и пиджаки. В теплый период я пользуюсь таким вот карт-холдером, зажимом для купюр, который шьет минская фабрика Игерман из натуральной кожи, точнее здесь сшиты между собой 2 слоя натуральной кожи. Он компактный, легко прячется даже в кармане шорт. Этот бумажник приглянулся мне небольшими габаритами 168 на 80 мм и актуальным уже пару лет для Беларуси небольшим отделением под монеты. В наши дни граждане не часто пользуются наличными купюрами, в основном это банковские карточки, но монеты у меня расходятся быстро, тут буквально пару штучек, поэтому достаточно вот такого скромного кармашка, который закрывается на металлическую кнопочку. Кармашек этот размещен очень удачно, имеется хороший доступ к монетам.
Кстати, если у вас монет все-таки соберется большое количество, то их можно хранить и в этом карманчике. Он не глубокий, монетки отсюда легко также можно достать. Ширина проема этого карманчика с внешней стороны бумажника составляет 120 мм. Кроме того, здесь всего 7 отделений для кредиток. Тут 3, здесь 4. И одно такое отделение с окошком для какого-нибудь документа. Также мне нравится, что купюры в таких бумажниках не заламываются пополам. Они ровные, чаще прямые, гладкие. Их приятно принимать к оплате кассиру. И они не отторгаются банкоматом. И кроме того, кошелек, конечно же, смотрится так богато, статусно. Ну что ж, нашел я валюту покрупнее. И как видите, оно все-таки входит, но так вот, сам размер купюр впритык. Но он мне нравится, он такой миниатюрненький, такой малюсенький. Во, со смартфон. Как видите, он компактнее моего кошелька Фердани. Из-за отсутствия дополнительной внутренней перегородки или вкладки с дополнительными позициями для хранения банковских карточек, и потому что он компактнее по габаритам моего прежнего кошелька, этот бумажник вот такой вот тонкий, поэтому внутренний карман вашего смокинга напухнет только лишь от денежных знаков, которые вы разместите сюда, а не из-за толщины самого кошелька. Стандартно для китайской галантереи заявлена натуральная кожа. Самый простой способ проверки кожи — это поджарить ее на огне. Как видите, оно все оплавляется, как бы так скручивается, как полиэтилен. Ну, вы знаете, запаха копченой кожи нет, но в то же время и она не коптит черным дымом. Черного дыма нету, белый, как натуральная кожа. И неприятного запаха тоже нет. Не знаю, какая-то очень качественная подделка под натуральную кожу. Окрашены качественно, как видите, покрытие не стирается и не красит вашу одежду. Повторю, что современные искусственные материалы по своим потребительским качествам превосходят прочность натуральной кожи, поэтому не стоит на ней зацикливаться. Лично мне больше люб черный цвет, но вот прежний мой кошелек был более такой коричневый, с таким вот рисуночком нанесенным, а этот такой шоколадно-бордовый. Кошелек выполнен в классическом винтажном стиле. Ну вот покажу поближе, здесь прошито все. И заметьте, по всему контуру бумажник, отделение и замок типа молнии прошиты нитью, что придает, конечно, ему прочность. Кстати, молния и бегунок здесь металлические. Но надеюсь, что он прослужит очень долго, и мне кажется, что это все-таки может даже и натуральная кожа. И он мне нравится. Тонкий, качественный, удобный для юзания. Отвратительного запаха нет, пахнет кожей. Он не замыкается на какие-то кнопки или ремешки, пользоваться которыми не очень удобно, я их не люблю. Самый лучший мужской кошелек. Рекомендую. Свое мнение по этому поводу высказывайте в комментариях, но я не могу поверить, чтобы это китайцы начали продавать кожу на Алиэкспрессе и eBay. Реально пахнет кожей. Ну такой покрашенной кожей. Возможно, это кожа. И еще хочу обратиться к моим зрителям. Ребята и девчата, вы заколебали закачивать мои видосы на свои так называемые типа каналы без просмотров и подписчиков. За 2 последних дня я отправил запросы на блокировку 20 моих видео на пиратских каналах. YouTube их уже заблокировал. Вы лучше подписывайтесь на мой канал, добавляйте мои видеоролики в свои плейлисты, но не занимайтесь пиратством. Никто не даст вам на них заработать. Снимайте свое интересное авторское видео, и я желаю вам в этом удачи. А так, до скорой встречи. Хрен его кто знает, что там будет в следующем видеоролике. Ну а пока.